Привет всем, дорогие зрители! И сегодня я не хочу больше ждать. Я набирала мыльницу, если помните, 18-го, если не ошибиться, 18.05, 18 мая. И сегодня ровно 2 месяца, как я набирала на использование. Кто не видел, посмотрите видео. Я выбирала все старые кусочки. Оберточки были уже сильно плохие, я всех повыбрасывала, поэтому я даже не помню, какое там было. Значит, в мыльнице у меня находилось 6 кусочков на тот момент. Если посчитать по ванная и прихожая, короче, и кухня. И на данный момент у меня опять же в мыльнице осталось 6 кусочков. Они как заканчиваются, я все время долаживаю. Поэтому ничего не изменилось в мыльницах. Мыло для лица я не беру в этом месяце. У меня как было 5 кусочков, так они и остались. Долго используются. И как 5 кусочков я каждый день пользуюсь разными кусочками, но еще осталось. На использование в коробочке у меня было 19 кусочков по 80, 90 и 100 грамм. Ну, получается, что вместе с мыльницей было 25 кусочков. И было у меня 18 кусочков отельного мыла. Примерно все по 20 грамм. Значит, за 2 месяца я использовала все отельное мыло. 18 кусочков. Из крупного мыла, получается, я использовала 12 кусочков. И сейчас я собрала коробочку с новым и со старым мылом. Я ничего не открывала, я не знаю, что там с мылом в коробочке. Некоторое потекло, некоторое в хорошем состоянии. Я не открывала, чтобы посмотреть. Давайте посмотрим вместе. Я покажу сначала, что у меня осталось с прошлой коробочки. Я его тоже перевожу на этот месяц. Здесь Palmolive, Duru, Oriflame, вот, на котором написано, я могу сказать, Faberlic, Grinelle и Discover. Это в этой коробочке, что осталось с той коробочки. И 6 кусочков у меня мыльницы. Для душа я мыло не беру, оно у меня есть. Для лица у меня тоже есть, поэтому я беру мыло только для рук. Так, начинаю я с Тиматей. Извините, если не буду неправильно читать название. В Турции называется по-разному, у нас по-разному. Но это мыло я привозила с Гомеля, когда была. Оно 16-го года. Вот, коробочка испорченная, 90 грамм. Я не знаю, может какое-то другое мыло потекло на него. В Турции его нет. Коробочка влажная. Ну, конечно, оно потекло. Вот, если видите, конечно, оно потекло. Ну, запах есть. Здесь написано зеленый виноград. Но, знаете, столько лет прошло, мне кажется, что это нормально. Извините, мне пришлось прерваться. Я когда понюхаю мыло, мне начинается кашель. Вот, когда сухое мыло, я там перебирала мыло в коробочку, и некоторые начала нюхать, и мне аж давило. Вот тоже я уже не хочу больше хранить. Весна. Тоже покупала в Гомеле, когда была дома. Клубничная. Нет, земляника со сливками, извиняюсь. 90 грамм. 16-й год. Вот я, по-моему, в 16-м году и была последний раз в Гомеле. Но мне нравится мыло весна, оно у меня не пропало. По-моему, вот с этим кусочком все нормально. Один кусочек я смылила в том месяце. И оно очень хорошо пенилось. Мне очень понравилось.
Но земляникой оно уже не пахнет. Вот, я выбрала 21 кусочек в новой коробочке. Ну, конечно, я его все, я думаю, не использую. Потому что я, как и рассказывала в других видео, я пользуюсь одна. Дети у меня пользуются жидким мылом. Взяла вот такой кусочек от Faberlic. Мыло с медом. 65 грамм. Так, хорошая коробочка. Пакетики я буду сохранять, поэтому не будем вредить. Ой, она тоже вспотела. Видите? Если вам видно будет. Оно уже вот такое вот мокренькое все. Ну, знаете, и медом оно не пахнет. Мне надо вытереть руки. Еще взяла вот такой штрудель с мороженым. Оно тоже 65 грамм. Посмотрим, что с ним. Видно, даже не видно, не знаю. Камера. Ну, вот это мыльце сухое. С ним ничего не стало. Ой, очень приятно пахнет. Знаете, я хотела посмотреть, какой это год. Это я заказывала в интернете. Ага, 16-й год. Оно тоже старое получается. Но я не спрашивала у покупателя, с какого оно года. Все равно мы используем, как говорится. Вот это мыло у меня потекло. И оно залило мне всю коробку. Это мыло ручной работы с крапивой. Такое у него. Вот такое оно мокренькое стало все. Так, этикеточка. Это вообще мыло было предназначено для лица. Ну, запах неплохой. Знаете, можно еще попользоваться. Но так как оно очень старое, я не знаю, может 2015 или какой здесь не написано. Я хочу его использовать или для тела, или для лица, я не знаю. Посмотрим. Я хочу взять вот такой кусочек. Здесь стерлось, сколько он грамм, по-моему, 75 грамм. И он 12-го года. Вот такие плохие коробочки я не буду хранить, наверное, они очень старенькие, но сухое. Ну, я не знаю, может оно выветрится, будет пахнуть, но сейчас оно вообще ничем не пахнет. Кстати, когда я собирала вот две корзинки, если смотрели, там некоторое мыло было с Oriflame и другое мыло, которое очень плохо пахло. Но когда я его выложила все вот так вот в коробку, оно выветрилось и стало пахнуть как и прежде. Так, у меня еще есть вот много такого камея. Тоже в Гомеле набирала. Это мое самое любимое мыло камей. Оно тоже старенькое и 15-го года. Вот с ним ничего не случилось. Как видите, оно не прогоркло, по-моему. И очень приятно пахнет. Оно у меня было открыто, кстати. Я когда делала распаковку мыла, некоторое мыло открывала. Это грейпфрут. Грейпфрут. Что у нас дальше? Я хочу взять мыльце с эконом-пакета. Это мыло новое, вообще-то я брала. Изготовлено в 21 году. Оно еще даже закрыто. Мне почему-то захотелось взять что-то из нового. Но пока не испортится. Здесь написано, что роза и лаванда. Это лаванда. Ну да, лавандой пахнет. Маленький кусочек.
По 70 грамм они. Так, и возьму розу. Ну вот розу я не всегда люблю. Есть мыло, которое делают не с розой, а розовая вода называется в Турции. И оно пахнет противно. А вот если роза, вот такой беленький маленький кусочек. Ну, здесь не натуральная роза, мне кажется. Вот, как я говорила, розовая вода. Такие два кусочка. Еще мне захотелось взять антибактериальное мыло Dex. 100 грамм. Не положить так. Вот такой кусочек зелененький. Ой, пахнет прямо вот. Ну, здесь нарисована шишка. Я даже не знаю, шишка или сосна. Ну, такой ядреный запах. Еще мне захотелось вот взять такой факс. Видите, у него уже рубашка немножко большая стала. Она, наверное, в магазине высохла, потому что она тоже новая. Я не знаю, может, она в магазине продавалась-то. Нет, 21 год. Это 70 грамм мылка. Я их беру по одному кусочку с эконом-пакетов. Очень приятно пахнет. Это у нас лесные ягоды. Да, вот что-то лесное есть. Еще есть вот такая весна. Остатки роскоши. Мои персики. Персик и йогурт. 15 год. Вот почему наше мыло не продают в Турции? Вот. С ним тоже. А вот. Увидела на камере. Вот начало оно сразу вот так вот виднеть. Знаете, оно уже персиком не пахнет. Девочки, простите меня за мои ногти. Я красила волосы соседки. У меня вот такие ногти. Я не стала уже накрашивать ногти, потому что я сейчас буду готовить кушать. Ну, простите, у меня маникюра нет. У нас не готовят кушать с маникюром. Поэтому не судите строго. Есть вот такое дуру. Моц. Я не поняла, с чем оно. Написано, что расслабляющее мыло. 90 грамм. И оно... Господи, с какого года? 11... Нет, 16 год. 16 год. Вот я, наверное, тогда и начала собирать мыло. Вот 15, 14 год. Ой, какое оно красивое, девочки. Я даже раньше не открывала и не смотрела. Обалдеть. С ним ничего не случилось. Оно такое перламутровое. Ну, я думаю, что оно немножко проветрится. У него такой очень тонкий запах. Как сказать, даже не знаю, как мужское, что ли. Ну, слабенький очень запах. Я посмотрю, что будет с ним потом. Вот такое старенькое мыло Oriflame. Я не буду читать название. 100 грамм. Дата. Вот, 14 год. Посмотрим, что с ним. Ну, с ним тоже ничего не случилось, но оно такое побитое, уставшее от жизни. Ну, запах немножко есть. Не как парфюм уже пахнет, но есть. Но я думаю, что оно размылится и будет пахнуть приятней. Так. Захотелось мне взять один кусочек попробовать. Я купила, по-моему, 3 упаковки. У меня есть такого мыла. Оно по 80 грамм. Это мыло новое.
Дальше не буду смотреть, когда оно изготовлено. Или 21 или 22 год. Вот такой маленький кусочек. Активекс. По-моему, я видела у наших девочек, вот в Беларуси, с России, с Украины, кто девочки, у них цветное оно было, а здесь белое. И очень приятно пахнет. Вот прямо цветочками. Класс. У меня очень много эконом-пакетов, и я хочу каждый месяц брать мыло на использование. Ну, эти коробочки я хранить не буду, конечно, они все рвутся. Ну, я вот захотела еще взять яблочко в этом месяце. Оно тоже вот похоже на Protex Evila. Ну, химозным яблочком пахнет. Ну, это я покупала в Турции, но мне кажется... Подождите. Ну, я не думаю, что оно будет изготовлено в другом месте. Мне кажется, это Турция. Я сначала подумала, может, сирийская, но не нашла я. Ага. Турция, да. Газиантеп. Угу. Значит, беру такой кусочек маленький. Вот такой старичок у меня еще есть. Oriflame, 75 грамм. Он уже такой заюзанный, пачечка. И дату я не могу найти, но мне кажется, он тоже или 2014, или 2015 год. Вот такой кусочек. Классный. Он тоже или ударился, или уже начал пропадать. Но знаете, запах сохранился. Здесь жожоба и манго. Он приятно пахнет. Запах не сильный, но приятный. Еще есть, вот я показывала, что я покупала Протексы. И есть у меня открытые, которые я показывала на обзоре. Это новый Протекс. Део 12. И он голубенький. Ну, приятно пахнет. Вот мужским чем-то. Классное мыло. Попробуем. Я его раньше не мылила. Хочу попробовать, как оно мылится. Еще вот такое клубничное мыло. Я его тоже пила, оно новое, пару месяцев назад. Но видите, оно уже болтается в упаковке. Я хочу тоже взять кусочек. Они по 75 грамм. Вот такой розовенький кусочек. Вот, штамп ушел. И пахнет, о, классная клубничка. Вот прямо клубникой пахнет. Класс. Так, позвонили на телефон. Еще вот такое мыло есть. Лимончик. Я тоже, я не помню, где я покупала, по 55 грамм. Не в магазине, а в сирийцах покупала. Вот такая рубашка тоже болтается у него. Я его еще не открывала. Вот такие маленькие, желтенький кусочек. Классный. Прям лимончик. Обалдеть. Некоторое мыло турецкое вообще так химозно пахнет, что даже задохнуться можно. А это вот прямо вот лимончиком пахнет. И еще я говорила, что кто смотрел все мои видео, я купила в магазине прямо вот такое вот. Последнее осталось мыло. Оно написано, что с медом. Но я все равно его взяла. 150 грамм кусочек. Я хочу взять отсюда один кусочек. Вот такой берри. Ну, вы знаете, оно, так как оно уже было открыто,
Еще и ударили его. Оно уже ничем не пахнет. Ну, посмотрим. Помылим, посмотрим. Может, я его в душе использую, не знаю. Вот такие, девочки, у меня кусочки, мыльница. Я пытаюсь использовать большинство старых кусочков. Мне жалко, когда они пропадают. Раньше я даже не знала, что мылом может быть так портится, если даже его не откроешь. Ну, но сейчас я узнала уже у девочек, у всех узнала, увидела, что оно потеет. И начала быстрее собирать мыльницы, расходовать. Канал у меня новый, если вы знаете. Если вам нравится, поставьте лайк, подпишитесь. Как я обещала, у меня сегодня приедет посылка. У меня будет вторая часть. Приедет много мыла турецкого. Смотрите следующий ролик. Ну, а вам всем до свидания. А мы будем мылить мыло. Спасибо всем за просмотр.